I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Наконец выдалось время собраться с парнями и сделать еще один супер крутой видеоурок. На достаточно важную классную тему мы разберем в этом видео, как делать рейли и как прыгать без перевода кайта. Это один из базовых моментов кайтового фристайла. Очень многие трюки делаются на базе прыжка без перевода кайта. Или на базе рейли, что очень похоже. Я достаточно четко помню момент, когда я первый раз прыгнул на кайте без перевода. Были хорошие условия, мне в руки наконец достался нормальный кайт. До этого я катался на полном хламе. И на нормальном оборудовании я пошел, мне было весело, я экспериментировал, пробовал разные вещи. И в какой-то момент я начал просто экспериментировать, что будет, если зарезаться чуть более резко и агрессивно. И почувствовал, что меня немножко подкидывает. В очередной раз я разогнался сильнее, зарезался сильнее, меня подкинуло очень сильно, я испугался и упал, но понял, как это работает. И на самом деле все несложно. Мы с парнями отсняли классное видео, попробуем рассказать вам, как подойти к этому трюку, какие нюансы могут быть. Итак, встречайте, друзья, новая серия кайтфишек про рейли или прыжок без перевода кайта. Примерно вот так все должно выглядеть в конце. Кайт нас сильно дергает, как резинка, растягивает тело, доска остается сзади, по инерции улетает нам за голову. Итак, первым этапом будет научиться прыгать без перевода кайта. Обычный прыжок на крюке, но кайт стоит не в зените, кайт все время находится спереди. Он может стоять достаточно высоко, но это не зенит, кайт все время тянет нас вперед. Чтобы было понятнее сама техника прыжка без перевода кайта, нужно понять такую штуку о кайте, что в принципе кайт, вся система, она может работать как такая тугая резинка. Это, ну, конечно, так очень упрощенно и грубо, но в целом суть такова, что если мы создадим кайту очень резкое сопротивление, как бы натянем резинку резко, то он выдаст нам обратный рывок, и этот рывок нас подбрасывает. Например, вот здесь отчетливо видно, как я натягиваю кайт, создаю ему сопротивление, потом прыгаю и одновременно получаю рывок, улетаю вперед. Ну вот, теперь, вооружившись этим суперзнанием, давайте попробуем разобрать всю технику на этапы. Давайте для удобства представим, что у нас не кайт, а какая-нибудь, я не знаю, там машина, паровоз, ну почему-то он там в небе едет вместе с нами. Так вот, чтобы все сработало, нам нужно разогнаться. То есть мы разгоняемся, этот паровоз вместе с нами тоже разгоняется, наш кайт. И потом, ну вот между нами, да, натянута эта тугая резинка. В общем, нам нужно каким-то образом ее резко растянуть, и в следующий момент будет рывок, мы сможем прыгнуть, и этот рывок нас пронесет дальше. И получается, что если все упростить, то мы можем разбить все это движение на 3 этапа. Первый этап – это разгон, второй этап – это натяжение, и третий этап – прыжок. Штука в том, что в каждом из этих этапов есть свои нюансы, и давайте мы их сейчас разберем на примере моего вот очень умелого ученика. Мне завалялся кусочек видео с очень удачным ракурсом съемки, и давайте попробуем разобраться. Вот в начале видео виден этап разгона, кайт плавно ходит вверх и вниз, и здесь важно держать курс движения, не сливаться вниз по ветру вслед за кайтом. Дальше идет этап подъема кайта.
хотя прыжок называется без перевода кайта, и в идеале кайт у нас не должен двигаться, но в начале особенно движение кайтом вверх очень сильно помогает упростить задачу, и оно должно быть. Пока кайт поднимается, мы чуть сильнее давим в пятки в задний край доски, чтобы сохранить курс движения, это очень важно, и немного отпускаем планку от себя, опять же, чтобы сохранить курс движения. Дальше у нас идет этап зарезки. Мы как бы садимся на низкий табурет быстрым движением, опускаем таз вниз к воде, то есть булками тянемся к воде, но очень важно, чтобы плечи у нас оставались впереди, чтобы мы продолжали отпускать планку. И одновременно с этим идет поворот доски. Поворачиваем нос доски против ветра. Дальше идет сам прыжок, отталкивание. Это похоже на то, как будто мы резко с табурета встаем. То есть мы сначала сели, представим, что там оказалась кнопка, и мы резко вскакиваем, подаем таз вперед и выпрямляем ногу. Стараемся плечами как бы резко потянуться вверх, выпрямиться всем телом и прыгнуть. Одновременно с этим мы затягиваем планку на себя. То есть сели, встали, дали газу, кайт нас унес в небеса. В полете стараемся направлять взгляд в ту сторону, куда мы ехали, и теперь летим, то есть по ходу полета, ни на кайт, ни под ноги, смотрим вперед. Грудь развернута вперед, туда, куда мы летим. Расслабляем ноги и стараемся держать доску позади, а головой наклоняемся к планке. Стараемся подбородком коснуться планки. Ну, а теперь давайте посмотрим самые распространенные ошибки. К сожалению, часто начинающие пытаются прыгнуть именно доской. Ну, вот так укладывается в голове, что должна прыгнуть доска. Не тело, а доска. И, ну, так и получается, что доска прыгает отдельно, тело остается практически на месте. На самом деле, прыгнуть мы должны телом, ну, грубо говоря, плечами, макушкой потянуться в небо. А доской мы отталкиваемся от воды, и она остается позади. Если ваша доска оказалась слишком далеко позади, и вы улетели без нее, то дело в том, что вы отталкиваетесь, ставя доску на воду плоско. Нужно постараться толкнуться с заднего края доски, не с плоской доски, а удерживая доску на ребре, натягивая носки ног на себя. Также постарайтесь в полете не отклоняться плечами от планки назад. Это вам подсказывает наш сухопутный мозг, что в полете наклоняться вперед, ну как бы не совсем естественно для нас в прыжке наклоняться вперед. Но на кайте лучше работает именно так. Попробуйте перед прыжком, перед отталкиванием делать некую змейку. То есть попеременно зарезко садимся, встаем, зарезко садимся, встаем. И вот в очередной раз мы садимся и вставая прыгаем. Это тоже здорово помогает процессу. Можете пробовать. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family. Всем привет! Сегодня мы поговорим о трюке релли. Я не буду вдаваться сильно в подробности о техническом исполнении. Об этом поведает Андрей. Немножко нюансов по поводу того, как нам нужно подойти, как вообще начать и что не нужно делать в процессе, когда мы только постигаем этот элемент. Вообще, что хочется сказать про релли, это база, да, то есть мы начинаем весь фристайл современный, все трюки, они в основном строятся на релли.